Добрый день! Приветствую вас на своем канале. Есть у меня два кухонных ножа, старые, но привычные и удобные. Только дело в том, что ручки у этих ножей уже изрядно поизносились. На одном клей уже перестал держать рукоятку. Вот она, вот так вот гуляет. И натирает мозоль, когда им что-то режешь. А на втором ручка вообще изнутри разбухла настолько, что образовалась большая щель, в которую, соответственно, попадает еще больше влаги. Лезвия у ножей еще такие, что можно было бы ими попользоваться, но дошло до того, что ножи стали издавать не очень приятный запах, который вскоре стал оставаться на руках после их использования. Я долго вообще не мог понять, откуда он такой появился. В общем, решил я обратиться к столяру, чтобы он вырезал мне новые ручки. Но цена за их изготовление была объявлена такая, что за эти деньги можно пойти купить новые ножи. Соответственно, от услуги я отказался и решил попробовать сам восстановить старые ручки. Об этом и будет мое сегодняшнее видео. Приступим. Снимаю ручку с ножа. Сложности это никакой не представляет, так как клея тут уже давно не осталось. Вот так вот. Ну вот. Смотрите, какая стала ручка черная внутри. Да она просто уже тут гниет. Отсюда и запах. Вторая часть ручки снимается тоже очень просто. Вот так вот. Вместе с направляющими. Точно так же разбираю второй нож. Так, здесь направляющие еще и приклепали слегка. За счет них он и держался. Снимаю их сразу. И с другой ручки тоже. Ой, а тут одна направляющая сломалась. Как раз в том месте, где люфтила ручка. Достану ее обломок с помощью шила. Есть, готово. Теперь будем лечить ручки. Для этого беру кусочек наждачной бумаги 180 зернистости. Беру ручку и начинаю зачищать поврежденную часть. Что-то не очень выходит. Попробую вставить в дырочки по саморезу. За них и буду ее держать. О, другое дело. Вот так вот сточилось. Думаю, этого будет достаточно. Помою и обезжирю ее сразу изопропиловым спиртом. И точно так же обрабатываю вторую часть ручки. Вроде бы неплохо, но хочется еще чуть-чуть. Ладно, думаю, достаточно. От ручки же должно тоже что-то остаться.
Вытираю и обезжириваю ее. С ручкой от второго ножа делаю все то же самое. Зачищаю, насколько это возможно. И обезжириваю. Теперь точно такой же наждачной бумагой зачищаю саму рукоятку первого ножа. После этого обезжириваю ее. Затем вторую. Есть. Готово. Вот так вот теперь все это выглядит. Далее нужно восстановить сломанную направляющую. Фиксирую нижней направляющей ручку на ноже. Затем беру гвоздь подходящего диаметра. Откусываю от него острие. И обтачиваю этот край напильником. Теперь вставляю его в ручку. Намечаю. Вытаскиваю. И обрезаю. Обточу второй край тоже напильником. Ставлю примерить теперь. Все отлично. Разбираю ручку. Теперь буду их проклеивать и собирать. Клеить я буду эпоксидным клеем. Состоит он из двух компонентов. Эпоксидной смолы и отвердителя, которые нужно непосредственно перед использованием смешать в определенной пропорции. Я буду мешать 1 к 1, так как у меня, скорее всего, будут места с толстым слоем клея. Отмеряю шприцом 2 кубика смолы. И 2 кубика отвердителя. Теперь тщательно перемешиваю их между собой в течение 10 минут. Есть. Готово. Далее наношу клей на ручки ножей. Ставлю их на место. И фиксирую направляющими. Также заполняю все пустоты клеем, где ручка не очень хорошо прилегает к рукоятке. Вот так вот. Оберну края ручки скотчем. И сжимаю ее зажимами. Первый нож готов. Теперь все то же самое делаю со вторым ножом.
Только зажима у меня больше нет, поэтому второй нож я зафиксирую обычными резинками. И после этого оставляю их на 24 часа, чтобы клей высох. Есть. Прошли сутки. Ножи высохли. Клей застыл. Снимаю с них зажимы, скотч и резинки. Теперь буду счищать с них излишки клея с помощью канцелярского ножа. В начале лезвия а затем по всей металлической части рукоятки. Смотрите, насколько длиннее стала направляющая, за счет того, что я сточил поврежденную часть ручки. Подровняю ее напильником. Заодно и остальные тоже. Теперь с помощью наждачной бумаги и напильника зачищаю внешнюю часть ручки. Вот так вот. Вытираю и сразу же обезжириваю ее. И теперь то же самое проделываю со второй ручкой. Есть, готово. Теперь ножи нужно обработать пропиткой, которая поможет сохранить древесину. Чтобы приготовить такую пропитку, мне понадобится 150 мл льняного масла. Наливаю его в маленькую кастрюльку и отправляю на плиту, на водяную баню нагреваться. Затем добавляю сюда 50 грамм пчелиного воска. Теперь подожду, пока воск растворится. После этого добавляю сюда буквально 10 грамм измельченной в порошок канифоли. И 3 кубика скипидара. Перемешаю слегка. Подожду, пока канифоль полностью растворится. И снимаю кастрюльку с плиты. Пропитка готова. Теперь вот так вот кисточкой пропитываю обе ручки. Также для ножей я сделал вот такие вот держатели, в которых оставлю их, пока пропитка не впитается. На это потребуется где-то 30-40 минут. После этого снова разогреваю пропитку и обрабатываю ручки ножей. В общей сложности повторяю эту процедуру 3-4 раза. Есть, готово. Вот так вот теперь стали выглядеть ручки у ножей. Ну, разница, конечно, по сравнению с тем, что было, капитальная. Ручки приклеились плотно, пропитались хорошо, неприятный запах исчез.
Надеюсь, что теперь их хватит уже до тех пор, пока не израсходуется весь запас лезвия. Кому понравилось видео, не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик. На этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели. До скорых встреч на моем канале в следующих видео. Пока!